Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта, и вы на канале Vita Imlag. Сегодня мы приехали в Тарсу с нашими покупателями в жилой комплекс «Центр», чтобы посмотреть, как идет ход строительства, ну и чтобы они посмотрели свою квартиру, которую они купили, какой же вид будет в реале. Мы сегодня тоже с вами погуляем. Нам разрешили в этот раз пройти настройку, пройти прямо внутрь зданий. Итак, мы находимся в блоке Б и можем видеть с вами территорию и как идет ход строительства соседнего здания, в котором будут расположены коммерческие помещения. Давайте с вами вспомним вообще про этот жилой комплекс, какая у него концепция. Концепция у него город в городе. Рядом расположен торговый центр, и все, что нужно вам для комфортного существования, вы можете найти в этом торговом центре. Но помимо этого в самом комплексе будут расположены коммерческие помещения, тут будут рестораны, садики, кофейни, да все что угодно. Вот, то есть здесь очень много будет коммерческих помещений, конечно, будут желающие открыть здесь бизнес, какие-то фитнес-центры, какие-то развивающие центры, какие-то магазины, бутики и так далее, кафе. И какие-то даже бизнес-центр здесь будет, здание бизнес-центра. Недвижимость в этом комплексе всегда будет иметь высокую ликвидность, потому что здесь в первую очередь играет расположение. Очень удачно. Это центр города, прям буквально в 10 метрах торговый центр. И учитывая то, что Тарсус это такой промышленный город, и здесь в основном люди работают, соответственно, турки всегда с удовольствием захотят купить здесь эти квартиры. Да, этот комплекс, скорее всего, не будет ориентироваться на иностранного покупателя, но именно в данной ситуации, которая происходит, я думаю, это даже плюс, чем минус, потому что то есть такую недвижимость можно будет всегда продать, независимо от того, какая политика сейчас для иностранцев в Турции. И если мы сравним цены, которые были 2 года назад для турков, именно в простых турецких городах, какими являются Тарсус, это не туристический город, то, конечно, органически, учитывая инфляцию, цены выросли. Коль уж нам разрешили зайти в здание, давайте посмотрим, какая планировка в квартирах 1+1, здесь стандартная планировка. И посмотрим, какой будет вид из окон. Напомню, что здесь 2 жилых комплекса, это Париж и Токио, А и Б, и мы находимся сейчас в блоке Б. И здесь квартиры расположены в 2 ряда, и одна часть квартир выходит на восточную сторону, то есть на территорию, другая часть выходит за территорию. Вот у наших клиентов квартира выходит за территорию, им, кстати, вид за территорию понравился даже больше, потому что там видно горы. Так что в каждой квартире есть своя прелесть. Площадь таких квартир планировки 1+1, 48 и 49 квадратных метров. Мы сейчас находимся в квартире 48 квадратных метров. Гостиная здесь соединена с кухней, и площадь 20 квадратных метров гостиной с кухней. Есть основной балкон, его площадь 5 квадратных метров. Это небольшой балкончик, но тем не менее он здесь есть, и есть такая вот зона балконного отдыха. Вот. В принципе, здесь поместится какой-то стул и 2 стула, возможно, вот какое-то кресло, вот. И мы видим, что вот эта часть квартир, как раз, которая смотрит на восточную сторону, на территорию, и мы видим здесь город, видим торговый центр, и будем видеть красивую зеленую ухоженную территорию, бассейн и так далее. Пойдемте посмотрим спальню. Так, прежде чем попадем в спальню, вот обозначим, где находится у нас санузел, это вот здесь. Здесь будет вот такой коридорчик, по которому мы проходим и попадаем в спальню. Площадь спальни заявлена застройщиком 12,5 квадратных метров. Вот такая вот спальня с собственным балконом. Это технический балкон, на который вы можете выйти из спальни. Вот он расположен здесь. Выводы от кондиционеров расположены здесь, на техническом балконе. И здесь будут установлены моторы для кондиционеров. В этом комплексе есть еще квартиры планировки 2+1. Мы сейчас с вами тоже посмотрим эту планировку. Это торцевые квартиры. Ну и также мы с вами по коридору перейдем и посмотрим такую же квартиру, но которая смотрит на горы. Мы заходим с вами в квартиру 1+1, площадь которой 49 квадратных метров.
Вот здесь у нас расположена гостиная. На самом деле разница в квадратных метрах обозначена именно в зоне балкона. Вот здесь балкон 6 квадратных метров, а там балкон был 5 квадратных метров. Вот здесь мы находимся в гостиной, которая соединена с кухней. Вот. Там у нас находится спальня, мы с вами все это видели. Давайте посмотрим вид. Ну, вид здесь на частный сектор получается. Вот. Ничего особенного, но видно горы. Я поняла плюс этого вида, почему понравился нашим покупателям. Здесь низкие здания и больше воздуха. Вот. То есть не будет эффекта окна в окна. Мы в торцевой квартире 2+1. Здесь 4 типа квартир 2+1. Есть вот такие вот торцевые, есть центральные квартиры. Мы зашли в торцевую. Такая квартира 80 квадратных метров нетто. Площадь гостиной с кухней 27 квадратных метров. Вот мы как раз находимся в гостиной с кухней. Кухня будет расположена вот здесь, вот по этой стене, буква L. Есть торцевое окно, это всегда классно, это всегда больше воздуха в квартире, она проветриваться будет и больше света. Вот. Ну и мы переходим в саму зону гостиной, она достаточно просторная, и такой вот полукруглый балкон вносит свою изюминку какую-то. Вот. В принципе, места здесь достаточно для того, чтобы организовать себе зону отдыха. Давайте посмотрим спальни. Вот проходить мы будем по этому коридору. Здесь расположен санузел, он один в этой квартире. Слева от меня расположена первая спальня. Она правильной такой прямоугольной формы. Вот здесь она находится. Ну, за исключением вот этой выступающей ниши. Это, я так полагаю, несущая колонна. Вот. А так вот такая вот достаточно просторная, в принципе, спальня. Я думаю, что здесь даже вместится двухспальная кровать, ну, либо полуторка. Мы в спальне мастер-рум, ее площадь 16 квадратных метров. Ну, вот она имеет такую продолговатую форму. Здесь есть отдельный технический балкон. Вот. Вполне симпатичная спальня и достаточно просторная. Друзья, давно мы не вспоминали про этот комплекс, поэтому сейчас с вами будем освежать память. Особенно интересно это будет тем, кто купил здесь квартиры, конечно. Я думаю, вам интересно будет посмотреть, какой вид у вас будет из окон. Вот мы сейчас находимся в блоке А, и, как мы помним, блоки А и Б, они зигзообразные такие, да? И мы сейчас прям будем заходить и смотреть. И квартиры здесь расположены в 2 ряда. Также здесь есть вот такое место, я так сказала бы, стык, да, такой, как такая вот молния, да, вид. Вот такой стык. И в этом стыке тут тоже есть помещение, а сами квартиры расположены в 2 ряда. Давайте посмотрим. Вот смотрите. Здесь, вот здесь у нас находится, это середина блока А. Вот сам стык, вот такой вот этот вот стык, вот мы в нем находимся. Здесь как раз-таки расположены 3 шахты лифта, вот они здесь. И мы выходим из этого стыка и прямо упираемся в квартиры, да. И вот смотрим первую квартиру. Квартиры, которые имеют вид за территорию, как бы назад, да. И вот, друзья, что мне здесь хотелось бы отметить, что все квартиры, которые обычно смотрят за территорию, они считаются менее ликвидны, и там как бы не очень вид. Но посмотрите, здесь, я считаю, вид вообще очень красивый. Посмотрите, вид на город. И представляете, когда это будет ночь или вечер, здесь будут вот эти все огни мерцать, вот горы видно. Мне кажется, вид очень даже крутой. И причем, чем выше мы поднимаемся, тем вид еще становится интересней. Соответственно, что вот, ну, больше видно город и горы. В спальне прям красиво, как будто картина. Да, вот посмотрите. Ух. Мы идем дальше, и вот это вот у нас восточная сторона, мы с вами посмотрели, вид будет примерно тот же самый. Ну давайте зайдем еще в одну квартиру соседнюю, чтобы вы убедились. Вот, в принципе, я думаю, даже вглубь не надо заходить, отсюда видно, какой красивый вид, посмотрите. Вот, это все, что смотрит за территорию, восток, да? А теперь заглянем в те квартиры, которые смотрят на территорию и на торговый центр Тарсу. Вот, заходим в одну из таких квартир. И еще что хочу отметить, достаточно просторные квартиры. Здесь 48 квадратных метров, но она, я думала, это меньше. Как бы она достаточно такая просторная. Вот
Вид из спальни у нас вот такой вот. И мы вот как раз, вы можете увидеть, вот оно, вот этот самый стык. Да? Вот оно. Вот торговый центр Тарсус, и будет видно территорию. Давайте посмотрим. Вот сюда зайдем. Да? Посмотрим вот такой вид. Тоже очень красивый вид. Вид на город, вид на зелень, на деревья, вид на красивые здания. Вот, видно торговый центр. Мы все еще в блоке А, и вот в этом месте стыка блоков расположены квартиры 2+1. И вот мы зашли в одну из таких квартир. Она также находится на 9 этаже. И здесь мы видим, что предстает перед нами другая планировка квартиры 2+1. Ну, в принципе, здесь вот получается балкон правильной формы. Вот здесь совмещена кухня, совмещена с гостиной. Также вид вполне себе впечатляет. Я считаю, город видно, мне нравится вид. Здесь у нас расположен санузел. Первая спальня смотрит туда же, куда смотрит у нас и гостиная. И вторая спальня тоже в окно выходит именно на эту сторону. То есть она получается у нас, несмотря на то, что она смотрит, все окна выходят на одну сторону, но здесь есть фишечка, здесь есть торцевое окно. И за счет этого квартира будет продуваемая. Потому что обычно квартиры такой планировки, они центральные, зажаты стенами, они не продуваемые, очень жаркие. А здесь вот это окно, это вообще большой, хороший бонус. Это мастер-рум. И здесь, смотрите, какой красивый вид. Видно прям очень хорошо, видно вот эти вот Тарусские горы, которые мы приезжаем, когда едем в Адану. Вот. Очень красивый вид. Если честно, я не ожидала, что здесь вот именно квартиры с видом за территорию будут иметь красивый вид. Мы сейчас находимся в другом крыле, то есть прошли вот этот стык опять и попали вот в другое крыло. И здесь, в принципе, такой же вид. Вот. Но здесь чуть больше, вот с этой стороны, сейчас вы меня поймете, да? Здесь чуть больше видно территорию. Сместились ближе. Строительство идет, люди работают, так что будьте спокойны, мои любимые, дорогие клиенты. Мы вышли на территорию комплекса, и здесь я прям ощущаю, насколько солнечный Тарсус город. Я прям не могу даже говорить в камере, забыла, солнечные очки. Напомню вам, что здесь будет прекрасная, просторная территория, здесь будут кафе, рестораны, здесь будет бассейн, аквапарк, фитнес, сауна, хамам. Ну вот все, что нужно для вашего комфортного проживания. Что у нас здесь изменилось? Мы видим, что проложили коммуникации для кондиционеров, внутри уже проложили вот эти вот все кабели, трассы, да? Электрические трассы проложили, вот, и сделали уже начали черновую отделку внутри квартир. Сейчас предлагаю забрать наших покупателей, мы пойдем с ними, конечно же, мы не можем без культурной программы в Тарсусе, потому что Тарсус — это просто культурное наследие Турции. Здесь у нас есть дом, в котором родился апостол Павел. Мы пойдем сейчас опять сходим в этот дом, мы уже много раз туда ходили, но наши покупатели не были там. И, конечно же, отведаем вкуснейшие лахмаджуны в нашей любимой кафешке и отведаем очень вкусный хумус, который известен во всей Турции, тарсусский хумус. Все, поехали. Мы сейчас приехали в музей, церковь Святого Павла. Наши клиенты пошли смотреть церковь, мы уже там миллион раз были. Билеты здесь, кстати, подорожали. Сейчас билет стоит 106 лир или 3 евро. Вот, так что имейте в виду. А вот вход в дом Святого Павла, там бесплатный вход. Вот Илья нас сюда привез. А там есть колодец со святой водой. Сейчас мы туда тоже пойдем, прогуляемся. Город Тарсус расположен на раскопках древнего античного города. Вот, и мы сейчас здесь тоже можем наблюдать различные элементы колонн древних. Я не знаю, сколько им лет. Я полагаю, что, наверное, больше 1000 лет. Вот. И это вот на территории церкви есть такой небольшой садик, и здесь вы тоже можете прогуляться, потрогать эти колонны, подумать о вечном. Сейчас
мы пришли, как всегда, по программе у нас Дом Святого Павла. Мы уже много раз его показывали. Вот здесь он, собственно, находится. И, вернее, уже руины, которые от него остались. А вот здесь находится колодец Святого Павла. Сюда, кстати, приезжают паломники со всего мира. И можно выпить воды, которые приписывают целебные свойства. Приехали снова в нашу любимую кафешку, где мы обожаем есть лахмаджуны. Это самые вкусные лахмаджуны в Турции, можно сказать так, но на мой взгляд. Хотя не только на мой. Здесь тоже очень вкусный хумус. И многие, приезжая в Тарсус, конечно же, в первую очередь посещают эту кафешку. Хотя на первый взгляд она вообще неприметное место такое. У нас оператор даже наш проехал, не заметил. Вот. Но тем не менее здесь очень вкусно. Будете в Тарсусе, обязательно посетите. Ну и заканчивать наш видеообзор мы будем в этом знаковом месте в Тарсусе. Это ворота Клеопатры. Мы с вами посмотрели ход строительства жилого комплекса «Центр» от компании Ülkem Yapı. В этом комплексе еще остались квартиры от застройщика. Если вас заинтересовал этот проект, пишите. Все контакты находятся в описании. Ну, я буду прощаться с вами. Желаю вам всего самого наилучшего. Конечно же, не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще на него не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий интересный видеообзор. Ну и, конечно, если вы напишите нам комментарий, мы будем очень благодарны. Я желаю вам всего самого лучшего. С любовью из Мерсина и Шанслар.